AMOLED-экран на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. 2,5D сапфировое стекло, обещают 1000 люксов яркости, AOD, процессор Snapdragon W5 Gen 1 с 2 гигабайтами встроенной оперативной памяти и 32 гигабайтами внутренней памяти. NFC, Google Pay, разумеется, L1 плюс L5 GPS навигация, аккумулятор емкостью 500 мАч на 2 недели и Bluetooth звонки, разумеется, IP68, MIL STD 810H и 5 атмосфер, защита от влаги и пыли. И все это обещает нам производитель в часах под названием Oppo Watch X. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной упаковке из плотного картона с названием и краткими характеристиками модели. Дополнительно я также приобрел тканевый ремешок на липучке, который достаточно быстро приобрел непрезентабельный вид. Упаковка самих смарт-часов отличная. В комплекте мы имеем смарт-часы, качественный силиконовый ремешок, краткое руководство пользователя и съемное магнитное зарядное устройство, но с пинами, за что минус. А также кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смарт-часов вместе с ремешком 79 граммов, а габариты 47 на 45 на 13,8 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Начнем. Поставляются Oppo Watch X черной и серебристой расцветки. Внешне, как и по функционалу, это копия OnePlus Watch 2, обзор на который, к слову, уже был на канале. Watch X имеет среднюю рамку из нержавеющей стали и нижнюю часть корпуса из пластика и стекловолокна. Качество материалов хорошее и собраны они отлично. Ремешок быстросъемный с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Охват запястья от 140 до 210 мм. Как я уже говорил, ремешок довольно качественный, он не натирает, да и во время тренировок запястье под ремешком особо не потеет. Смарт-часы при носке практически не ощущаются, как и во время сна, что очень хорошо, учитывая вес устройства. Далее, на корпусе смарт-часов расположили контакты для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, оптический датчик пульсоксиметра, геомагнитный датчик, датчик освещенности и барометр. Для управления на правом торце находятся две механические кнопки. Верхняя кнопка в стоке отвечает за переход в меню и возврат, двойным нажатием за переход к последнему открытому приложению, а зажатием можно перейти к голосовому ассистенту. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, зажатием переход во вкладку с выключением, перезагрузка устройства, включением режима энергосбережения и вызовом экстренного номера. Двойным же нажатием совершается переход к G-Pay. Переназначить команды на кнопке возможность есть, что очень удобно, но верхняя кнопка не оснащена функцией прокрутки, что странно. Летим дальше. Oppo Watch X имеют AMOLED-экран на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, плотностью пикселей в 326 ppi и частотой обновления экрана до 60 Гц. К минусам можно отнести огромные рамки, а к плюсам то, что сам экран прямой со слегка закругленными краями и защищен он 2,5D сапфировым стеклом. Яркость по моим замерам с включенным фонариком 910 люксов, чего мало, я ожидал около 1000 люксов, а яркость с циферблатом, у которого белый фон, 810 люксов. Яркость достаточная для использования даже в солнечный день, но большого запаса яркости нет, скажем прямо, ее в принципе нет. Время отключения экрана максимум до 60 секунд, технология Always On Display работает по расписанию, стиль AODA зависит от циферблата. Готовых же стилей AODA на борту нет. Есть несколько стилей отображения меню, стандартная функция включения экрана при повороте запястья, которая отрабатывает хорошо. Включить экран тапом возможно, как и выключить, накрыв ладонью, это удобно. Далее, здесь установлен у нас процессор Snapdragon W5 Gen 1 и дополнительный процессор BES 2720BP. 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта внутренней памяти и 4 гигабайта памяти типа eMMC. По связи поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi на 2,4 ГГц и 5 ГГц. eSIM часы не поддерживают. Bluetooth старой версии 5.0, могли бы установить чип поновее. Bluetooth наушники и подобные устройства подключить не проблема, но вот датчик Polar H10 подключить в стоке у меня лично не выходит. Может, через какие-нибудь программы и можно. NFC на борту, доступна оплата с помощью Google Pay, но для тех, кто проживает в РФ, это не актуально. Можно устанавливать MirPay для бесконтактной оплаты, также можно устанавливать и другие сторонние приложения через ADB, но будет ли это работать на 100%, я сказать не могу, потому что завтра может все поменяться. Так что у кого-то MirPay работает без проблем, у кого-то через раз. Так
так дела обстоят и с другими приложениями в принципе. Устанавливать приложение можно и через Play Market, к примеру, приложение для здорового образа жизни или новые циферблаты, но сразу отмечу, что сторонние циферблаты более прожорливые, чем стоковые в плане расхода заряда аккумулятора, так как не оптимизированы под данную модель смарт-часов. Далее, операционная система Wear OS 4 версии на базе Android. Система работает шустро, корректно, сильных подвисаний или фризов я не заметил во время использования. Разумеется, пару раз часы слегка подтормаживали. С главного экрана по свайпам сверху вниз это панель с быстрым доступом с полезными функциями, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот это виджеты. Персонализировать виджеты и сортировать приложения в меню возможность есть. А вот персонализировать панель быстрого доступа нельзя, за что минус. В меню есть фонарик, компас, контакты, набор номера и уведомления. Звонить со смарт-часов возможно, динамик громкий, да и качество звука хорошее. Микрофон отрабатывает корректно, без особых проблем. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но ему слегка не хватает мощности. Уведомления же приходят моментально. Смайлики, фотографии, как и иконки приложения отображаются. Клавиатура на смарт-часах есть. Отвечать на уведомления можно, что удобно. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, мировое время, Google карты, Google Ассистент, Google календарь, будильник, который можно синхронизировать со смартфоном и завести прямо со смарт-часов, таймер с секундомером, которые могут работать в фоновом режиме. К слову, многозадачность данной модели полноценная. Далее есть приложение YouTube Music и музыкальный плеер. А вот загрузить через фирменное приложение музыку на сами смарт-часы возможности я не обнаружил. Что касается измерения показателей здоровья. Смарт-часы могут измерять пульс, СПО2, уровень стресса, мониторить сон со всеми стадиями сна, частотой дыхания, оценкой риска храпа и дневным сном. Ко всему есть различные напоминания и поддержка Google Health Connect. Измерения пульса достаточно корректные, что можно сказать и про СПО2. Но во время активности смарт-часы выдают изредка некорректные цифры. Сон мониторит данная модель отлично. Графики и сводка измерений отображаются как на смарт-часах, так и в приложении. Далее, GPS двухчастотный L1 плюс L5 с такими спутниковыми системами, как Beidou, GPS, Galileo, GLONASS и QZSS. Спортивных режимов на борту более чем достаточно. Из полезного на борту есть автоматическое распознавание 6 видов активности, анализ времени восстановления, поза при беге, длина шага, VO2 Max, темп, эффект аэробной тренировки и не только. Настроек для тренировок не особо много. Удобно, что тренировку можно свернуть для фоновой работы. Шагомер отрабатывает с минимальной погрешностью, но хотел бы отметить, что смарт-часы плохо считывают показатели во время бега на беговой дорожке. Также плохо измеряли метры во время плавания. Но так дела обстоят только во время измерения в помещении. Местоположение смарт-часы определяют моментально, пройденный маршрут имеет небольшое отклонение. Маршрута можно просматривать на смарт-часах или полноценно через приложение. Загрузить маршрут для тренировки возможности нет, к сожалению. Далее в настройках на смарт-часах можно выбрать один из двух режимов работы смарт-часов: умный режим и режим энергосбережения. Также есть функция автоматического включения режима энергосбережения при 10% заряда. Удобно, что есть такие режимы, как режим полета, режим не беспокоить, настройки геолокации, настройки батареи, настройка тренировок и других функций. А также можно обновить прошивку. В целом все стандартно для Wear OS. Летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает около часа, что довольно быстро. Функция быстрой зарядки на борту, время автономной работы по заявлению производителя в режиме энергосбережения до 12 суток. С интенсивным использованием в интеллектуальном режиме до 48 часов и в обыкновенном сценарии использования с интеллектуальным режимом время автономной работы до 100 часов. По моим тестам с интеллектуальным режимом обыкновенному сценарии использования без АОДа, Bluetooth звонками, несколькими тренировками по часу они прожили у меня четверо суток, все так же, как и OnePlus Watch 2. Oppo Watch X имеют стандарт защиты MIL STD 810H, 5 атмосфер и IP68. За время моего использования вода на них никак не повлияла, благо сын в них плавал 6 недель каждый день. Экран никак не поцарапался, да и в целом внешне они до сих пор выглядят как новые. Для примера, я окунул их в воду, вы видите, после утопления они работают, но я не советую купаться вместе с ними в соленой воде или горячей воде, а также ходить в баню. Летим дальше. Oppo Watch X работает в паре с приложением O-Health. Приложение доступно на русском языке с корректным переводом. На стартовой странице мы имеем три основные вкладки, такие как вкладка со всеми результатами измерений здоровья и записями тренировок, вкладка с тренировками и вкладка с подключенными устройствами. В этой вкладке есть заряд аккумулятора в процентах, активные режимы, магазин с циферблатами, есть персонализированные, кликабельные, динамичные циферблаты. Устанавливать любую фотографию на заставку также можно. Далее можно настроить виджеты, воспользоваться настройками уведомлений, настройкой тренировок и мониторинга показателей здоровья, а также стандартными настройками. Плюс есть Play Market. Обновить прошивку смарт-часов, разумеется, можно, и мне уже обновления прилетали. Минусы: большие рамки экрана, нет функции прокрутки на кнопки для перемещения по интерфейсу, нет возможности подключить в стоке нагрудный датчик, нет управления жестами, нельзя настроить панель быстрого доступа, нет возможности загрузить музыку через
без приложения на смарт-часы, старый процессор и старый Bluetooth чип. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. К слову, на Али на этой неделе как раз распродажа на умные часы и беспроводные наушники. Посмотрите, может быть, там будет много чего веселого. Тем более, резюмируя так. Умные часы Oppo Watch X стоят дороже, чем OnePlus Watch 2, хотя я умудрился их купить дешевле. Но по факту это практически одно и то же устройство. Но Watch 2 стоит куда дешевле. Так что от меня Oppo Watch X, если вы не сможете их купить дешевле, чем OnePlus Watch 2, однозначно нет. Смотрите обзор на OnePlus Watch 2, хотя вряд ли вы там что-то новое узнаете. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.